Всем привет, дорогие мои зрители! Вы у меня самые-самые лучшие. Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы мне задаете в комментариях. Ну, видит Бог, не могу я их все обработать. Поэтому я решила делать такого формата видео на этом запасном канале, так сказать, да? Гляньте, какая у меня красивая футболка. От YouTube канала «Мои домашние хлопоты». Это я у нее была на стриме, выиграла, вот она мне прислала. Прям можете набрать в поиске «Мои домашние хлопоты» канал и найдете. Ну, короче, приступим, да? Самые такие распространенные вопросы сегодня я озвучу и отвечу на них. Поэтому оставайтесь до конца, а вдруг я отвечу именно на ваши вопросы. Значит, жарко. Ужасно жарко, я плавлюсь, я схожу с ума. Значит, самый распространенный вопрос. Зачем мне два канала? Почему я не могу все выкладывать на одном? Объясняю. Каналы часто воруют. Очень часто воруют каналы. В результате автор потом не имеет доступа к своему каналу, соответственно, не может никак оповестить свою аудиторию, что канал его пропал. Поэтому я завела резервный канал. Тут я не выкладываю мастер-классы. На том канале, это мой маленький канал, называется Хуторянка Татьяна «Деревенский блокнот». Здесь мастер-классов не будет. Здесь будут какие-то объяснялки, вот такого формата видео по комментариям, да. Я обещаю это делать раз в неделю, поэтому не обессудьте, если я вам не ответила. Если что-то вы мне задали какой-то вопрос, а я вам не ответила, да. Какие-то объяснялки, что-то о моей жизни, дочурка моя тут будет, тоже для архива хочу сохранить. А на том, на большом основном канале, который называется «Хуторянка Татьяна. Любимое дело», я буду выкладывать именно мастер-классы по какому-то изделию отдельно. Еще что-то хотела еще сказать. И на том, и на этом канале я в сообществе буду сообщать, что, допустим, здесь я буду сообщать, что там вышел новый мастер-класс. И вы будете видеть эту картинку, и всегда можете нажать пальчиком и перейти. То же самое будет и на том канале. Ну и так, поехали. Это вроде я объяснила, да. Вот кто-то даже дает советы, вот, например. Из своего опыта с газетной лозой советую вам не крутить на весу. То есть, что касается газет. Со временем, если будете много крутить трубочек, станут болеть руки. Это у рукодельниц бывает часто от монотонных движений. Проще крутить на столе. Ну, это опять же кому как, да? Ладно, из совета все. Много было вопросов, когда вы нам покажете свой пуфик, как плести, то есть мастер-класс на пуфик. Я уже говорила, объясняю еще раз. Сейчас я делаю этот пуфик впервые. Сразу говорю, первый блин комом. Зачем я буду, если я еще не понимаю, как это делать, да, зачем я буду снимать мастер-класс и давать вам неправильные телодвижения? Сейчас я уже поняла, как надо сделать, а как не надо было делать. Я буду плести второй, чтобы у меня была пара одинаковых. И вот, когда я буду делать второй, соответственно, вы все увидите, будет мастер-класс. Мой активный комментатор Софиада, по имени Софиада, всегда говорит мне, что у них нет водной морилки. Но я так понимаю, вы где-то так живете, что у вас морилки водной нет. Ну так вот, хочу вам сказать, что у них только спиртовая. Морилку можно сварить самой. Я все никак не доберусь. Надо, наверное, это дело сделать и сделать обзор, как это сделать, да. Из чего угодно, из шишек, из зеленых орехов, из листьев орехов, из коры любого дерева. Можно варить. Поставили в большую кастрюлю, часов 5 протомили, киданули туда соды, и она у вас простоит несколько месяцев, и ничего с ней не станет. Но если такой возможности нет, значит, можно пользоваться пищевыми красителями, только хорошими, которые вот идут в кондитерку, в торты вот такие вот. Можно использовать краски для ткани, они тоже себя очень хорошо ведут. Я это все опробовала, и это все имеет место быть. Дальше. Вот пишут. Так у вас пекарская бумага, она дорогая, в фикс-прайсе коричневатая.
и дешевая. Так какая у вас бумага пишет? У меня бумага из фикс-прайса, но на тот момент, ой, господи, из светофора, не из фикс-прайса, из светофора, из магазина «Светофор». На тот момент она была белая. И я очень уже жалею, что я взяла ее мало, надо было брать больше. Сейчас уже опять она там темная. Дальше. Какая сторона, вот когда я из пекарской крутила, какой стороной наружу? Глянцевой наружу, матовая была внутри. Как я узнаю номер спицы? Значит, чтобы узнать номер спицы, какой номер спицы, вы просто берете спицей, делаете прокол в бумаге и отверстие измериваете линейкой. Все. Ну, соответственно, вы прям уж совсем точно не измеряете, но понять, миллиметр это или два уже можно. Про шляпу вот спрашивает Таня, носить ее удобно, толстая она или нет. Сразу скажу, да, ту, что я плела, тоже была первая. Тоже первый блин комом, вот видите, я вам выложила, да, а нет, она не тяжелая, но она немного толстоватая. И уже я поняла, что надо было брать основы, конечно, потоньше. Поэтому вот вам опять, пожалуйста. Сейчас бы я начала пуфик плести, да, и показала бы вам, как не надо было делать. А вы потом меня хайли в комментариях. Поэтому на втором пуфике будет мастер-класс. Уже я поняла, что к чему. Какая плотность у пергаментной бумаги? Не знаю. Я брала в светофоре, там ничего об этом не написано. Ну, известно, что в светофор идет вся не кондиция какая-то, это. Поэтому, я не знаю, там ничего об этом не написано. Но она тоненькая, она очень тоненькая, она как калька. А калька, как известно, очень тонкая. Наташа С. Ну все, теперь умираю от любопытства, хочу узнать, как вы появились на ютубе. Это очень долгая история, об этом я расскажу. Вот обещаю, следующее видео будет об этом. Вот такие есть веселые комментарии. Здравствуй, Таня, подписалась, пишу первый раз, ты мне нравишься. Правда, иногда блатуешь в эфире. Че это я блатую? Нормальная русская деревенская баба. Че это я блатую? Но ты мне все равно нравишься. Спасибо, конечно, мне приятно такое читать. Вы мне пишите почаще. Мне очень приятно читать комментарии. Особенно, когда, как сказать, особенно, когда пишут, ладно, не буду говорить, что мне нравится, а то начнете писать. По какой стороне резать пергамент? В принципе, пергамент можно резать по любой стороне. Но, конечно, лучше вдоль волокон. Она рвется по-разному, поэтому лучше вдоль волокон. Я пробовала и так, и так. В обоих случаях крутятся трубочки, но если порезать поперек волокон, она скрутится, но все равно она не такая получается. Очень много вопросов, где я беру пластиковую канву. Отвечаю, значит. Пластиковую канву, это вот основа для сумочек, да. Лично я нашла в России в хобби-интернет-магазине Леонардо. Так называется, Леонардо. У него есть, вот в крупных городах есть даже прям магазины. Вот у них это есть. Но у меня близко такого магазина нет, поэтому у них еще есть интернет-магазин. И вот у них, что меня, как сказать, понравилось, пересылка недорогая. В общем, я заказывала, при заказе я ничего не платила, там есть возможность указать наложенный платеж, и я ничего не платила, я заплатила на почте при получении. За 5 таких заготовок вместе с доставкой я заплатила наложенным платежом 916 рублей. Это общая сумма с доставкой, с пересылкой, с переводом за наложенный платеж и все прочее. Это недорого. Есть еще на Алиэкспресс, но на Алиэкспресс по запросу пластиковая канва вы ничего не найдете. Там, как же там забивается сетка для рукоделия, сетка для вышивки, вот что-то такое, пластиковая сетка для вышивки, вот в этих параметрах. А если вы забьете пластиковая канва именно, нет. Вообще она называется пластиковая канва. Но если так забить, на Алиэкспресс не найти. Надо пластиковая сетка для рукоделия или пластиковая сетка для вышивки. И вот она там есть пластами, вот именно на Алиэкспресс, а есть именно уже заготовки, вот сумочные.
Они, правда, там 3 размеров идут, маленькие, вот, которые я заказывала, и есть немножко побольше, и совсем большая. Но там немножко дороже, чем в Леонардо. Ну, хотя, в принципе, если на Алиэкспресс тоже, там у разных продавцов, там обращайте внимание, там есть платная доставка, есть бесплатная доставка. Вот на этом тоже надо обратить внимание. Вот по поводу того, что кто-то мне написал, что вот магазина нет, дорог нет, зато тут живет на хуторе в 30 жилых домов, зато имеет 2 канала. Ну, вот такой я бедный блогер. Но только все началось. Поэтому я надеюсь, что это все будет разрастаться и приведет меня туда, к чему я задумала. А вообще, как я появилась на ютубе и для чего, чтобы мои самые преданные зрители, мои самые любимые люди знали, чего я хочу вообще от этого всего. И чем больше смотрю вас, тем больше хочется научиться плетению. Но боюсь до мурашек, а слушать одно удовольствие. Не надо бояться. Надо брать, крутить трубочки и смело приниматься за дело. Как наша неуемная пенсионерка старательная Галина. Ой, молодец, она, кстати, учится. Ой-ой-ой. Ну, подскажите, если покрасить спиртовой морилкой, что будет? Да ничего не будет. Просто это будет очень сильно вонять. И выветриваться не один день. Если иностранцы повалили, иностранцев очень много. Просят добавить субтитры на таком языке, я добавляю. Да, я уже отвечала, что... наверное, нет, да? Глянцевая сторона наружу, матовая внутрь. Это трубочки мы когда крутим из пекарской бумаги. А то не поймете, что я сказала. По поводу того, что если пачка вот попадается по короткой стороне, то из 2 коротких полосок можно скрутить одну длинную трубочку, даже не склеивая их. Не знаю, я пробовала, я видела это видео, я пробовала. Не получается у меня. Ну, хоть тресни, ну, может, еще научусь, не знаю. Потом, может, вам покажу. Да, по поводу 2 каналов. Нет, темы разные у меня на 2 каналах. Вы поймите это. Там мастер-классы, здесь... совершенно другое. Здесь моя жизнь, мои рассуждения, мои болталки, мои находки, а там именно мастер-класс. Хотелось бы попасть на эфир, как вы их планируете? Да никак не планирую. Ребята, у меня очень дохлый интернет, я все понимаю. У меня уже старый аппарат, телефончик старенький. Куплю новый, посмотрим. Может быть, это лучше будет происходить, но... планировать я их никак не могу. Вот уснули мои, да, муж, дочка маленькая. Если они рано уснули, если я, допустим, часам к 10 свободная, и я смотрю, вечером я имею в виду, потому что днем моя дама не дает мне ничего делать. И я смотрю, что интернет более-менее работает, я пытаюсь выйти в эфир. Иногда получается, иногда нет, я бросаю все, потом через месяц начинаю вспоминать, что надо все-таки это делать. Ой. Вот кто-то пишет, что начали газетный принт закрашивать марганцем. Вот знаете, что я вам скажу? Вот прежде чем искать способы закраски газетного принта, вот проще, дешевле и себе вот это вот мозги не компасировать, купить просто бумагу. Дешевле купить бумагу, чем те всякие материалы, которым закрашивается газетный принт. Насчет марганцовки не знаю. Я как-то пробовала ею крутить. Запах вот этот вот потом от трубочек стоит. Я не люблю, мне не нравится. Не люблю я марганец. Не знаю почему. Я лучше куплю краску для ткани, что-то еще. Но кроме марганца. Но опять же, это кому как. Очень жарко, ребята. У вас тоже жарко. Я подыхаю. Честное слово, я помираю. Я до того я ушаталась, что не дай тебе Господь. Я понимаю, что надо вести тот канал, что надо снимать какие-то мастер-классы. Я не могу. Я вам серьезно говорю, я не могу. Я плавлюсь, мне плохо. Будьте подписаны на моих оба канала, ссылочка есть в описании. А к этой женщине тоже зайдите. Мои домашние хлопоты, так называется канал. Короче, там почему-то поудалялось. Там уже был конец, все нормально. Я уже разделась,
Всем пока, я забыла с вами попрощаться. Я не забыла попрощаться, но там почему-то удалилась. В общем, пока буду монтировать, загружать. Еще увидимся.